Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. Я Борис Марцинкевич, всем добрый день. Борис Леонидович, сейчас в последнее время очень муссируется вопрос конфликта с Азербайджаном. Именно там где-то какую-то диаспору задержали, там каких-то поуехав задержали. И назревает такой серьезный межгосударственный скандал с выяснением отношений, разрывом экономических и политических связей. А чем нам дорог берег азербайджанский? Там что нас связывает с данной страной в плане энергетических промышленных проектов? И не будет ли это как бы отрезвляющим моментом для руководства обеих стран? Максим, я бы предложил политические вопросы оставить специалистам. Я действительно не очень разбираюсь ни в криминальной хронике, ни в культурных наших связях. Я думаю, что это и без нас точно есть кому проанализировать внимательно, взвешенно, как нас учили, без криков, без истерик. Давайте действительно вернемся к тому, что нас уже сейчас связывает в энергетических проектах с Азербайджаном и что у нас в перспективе. Начать надо с того, что в свое время Азербайджан был частью Советского Союза, если кто-то забыл. Поэтому все металлическое, что имеется, продолжает нас связывать. Я имею в виду, разумеется, железные дороги, провода линии электропередач и трубопроводы. Вот это та основа, на которой по-прежнему Союз независимых государств, так, по-моему, это называлось, на самом деле не только связан, но и имеет перспективы для более тесного сближения, для поиска взаимовыгодных контрактов. Если мы говорим об Азербайджане, мы, разумеется, говорим о нефти. Родина большой имперской нефти – это Баку. Напомню, что по состоянию на 1903 год более 50% мировой добычи нефти приходилось на бакинские нефтеприиски. И немножечко добавляли грозненские. Нефтяная отрасль никуда не делась, мы по-прежнему продолжаем сотрудничество. Отличие от советских времен, то, что освоена морская и шельфовая добыча, то, на что в советское время у нас ни времени, ни особого желания не было, трубопроводы имелись, все было в полном порядке. Азербайджан научился добывать нефть на шельфе, научился добывать нефть на больших глубинах, нефть очень хорошего качества. В отличие от нашего флагманского Юралс, нефть марки Айзери легкая, малосернистая, то есть она относится к премиальному классу, что, на мой взгляд, как бы мы ни относились с политической точки зрения, но сделка века в исполнении Гейдара Алиева, она действительно заслуживает и внимания, и почтения, особенно с учетом того, что происходило в те самые 90-е годы, когда известно, что творилось на месторождениях в России, как здесь хозяйничали американские и европейские компании. Если посмотреть на Казахстан, то соглашение о разделе продукции, которые там продолжают действовать, тот еще пример. Гейдар Алиев сумел подписать договор так, что контроля над нефтяными месторождениями, над блоком АЧГ, так никто и не получил. Тем самым обеспечив экономическую самостоятельность Азербайджана, чем он, собственно говоря, отличается от всех наших соседей по бывшему Советскому Союзу, по нынешнему СНГ. У всех остальных не получилось. У Казахстана не получилось, у Узбекистана, к сожалению, тоже большие проблемы. Россия свои проблемы решала, но, если помните, для этого пришлось в буквальном смысле ломать о коленку ЮКОСы и прочее, прочее, прочее. Вот в Азербайджане ничего этого не было. Тут надо отдать должное. Из тех проблем, которые есть, вернее так, давайте проекты, которые нас связывают, прежде всего газопровод. Вроде бы Азербайджану газ не нужен, но с учетом подписанного договора по поставкам по системе магистральных газопроводов ТАП-ТАНАП, напомню, как выглядит маршрут, добыча на газовом месторождении Шах-Денис морском, труба выныривает на континентальной части Азербайджана, проходит сквозь Кавказский хребет до Грузии, ныряет в Черное море, выныривает в Турцию, проходит всю территорию Турции, ныряет в Средиземное море и добирается до конечной точки в Италии. Совершенно фантастический, на самом деле, контракт. Понятно, что Азербайджан заинтересован в том, чтобы нагрузка на этот газопровод была максимальной. Если можно 100%, если можно 110%. Стоимость вот этого проекта, даже с учетом того, что удалось немножко сэкономить, превышает $42 миллиарда.
То есть для того, чтобы окупилось, усилия надо прилагать максимальная, а годовая мощность 16 миллиардов кубометров. Из них 6 приходится на турецких потребителей, 10 уходит дальше в Европу. Является коммерческой тайной, как подписаны договоры с турецкой стороной. В Европе торговля на основании ценообразования на бирже TTF, на газовом хабе, там как угодно называется, максимальная прибыль там, то есть Азербайджан заинтересован в том, чтобы именно в Европу уходило как можно больше газа. При этом уже возникла проблема с обеспечением газа самого Азербайджана, спрос растет. По договоренности, по той самой сделке века, весь попутный нефтяной газ должен отправляться на доочистку на соответствующий завод и расходиться по потребителям внутри Азербайджана. АЧГ на средней стадии выработки, падает пластовое давление, акционеры требуют, чтобы газ отправлялся для поддержки этого давления, соответственно, снижаются объемы поставок газа для самого Азербайджана. Здесь тот магистральный газопровод, который в конце 70-х, в начале 80-х из Сибири пришел в Азербайджан мощностью 10 миллиардов кубометров, регулярно оказывается задействован. По-разному складываются погодные условия в Азербайджане, по-разному складываются погодные условия в Грузии. В Грузии, с той самой, с которой мы разорвали все отношения в 2008 году, поставка газа была возобновлена. Одно время 100% газа поставлял Азербайджан. Если верить документам, сейчас это продолжается. Реально, тот объем, который Азербайджан поставляет в Грузию, приходит к нему с севера, из Сибири. То есть это обычная своповая операция. Получи газ в одном месте, отдай газ в другом месте. Но, тем не менее, возможность зарабатывать на этом у Азербайджана имеется. Живая никуда не делась. Что касается самого месторождения Шах-Денис, то напомню, что с 2023 года 19,99% акций принадлежит компании «Лукойл», которая владеет в Азербайджане еще достаточно серьезной сетью автозаправок. Это то, что происходит прямо сейчас. Кроме того, прорабатывается, почему-то очень неторопливо, проект увеличения мощностей нефтеперерабатывающего завода в Баку, носящего имя Гейдара Алиева. В советские времена его строили с расчетом на переработку до 12 миллионов тонн нефти в год. Работает он сейчас где-то на треть мощности, хватает для внутренних потребностей Азербайджана. Понятно, что нужна глубокая модернизация, там, как с советских времен технологические линии остались, вот те, которые не задействованы. Соответственно, их надо менять для того, чтобы производить топливо соответствующего экологического класса. Но для Азербайджана это возможность перейти на поставки на экспорт не только сырой нефти, но и нефтепродуктов. Я не думаю, что это тот проект, который мог Азербайджану сильно помешать. Экономисты, кстати, уже посчитали, как выглядит наш товарооборот. В том случае, если произойдет разрыв связи, то Азербайджан потеряет порядка 4% своего экспорта. То есть, где прибыль в возможном разрыве экономических отношений для Азербайджана мне совершенно непонятно, поэтому надеюсь, что здравый смысл рано или поздно восторжествует. Если говорить о тех проектах, перспектива реализации которых достаточно близка, велись и ведутся переговоры о поставках российского газа на север Ирана. Мы уже неоднократно останавливались на этом феномене. Весь север Ирана обеспечивается электроэнергией, обеспечиваются теплом населенные пункты за счет газа. Так получилось. Месторождение на юге, подземных хранилищ газа для того, чтобы нивелировать перепады спроса, отсутствуют. На всей территории Ирана, к сожалению, для Ирана всего 2 подземных хранилища газа. Одно возле столицы, и там лишних мощностей нет. Тегеран весьма крупный город, и спрос там достаточно высок. Одно находится на крайнем севере, где вообще непонятно, как выживать, на границе с Туркменией. В таких суровых условиях юг Туркмении, север Ирана, плотность населения низка, населенных пунктов немного, там, в общем-то, и не надо. И тянуть трубы для того, чтобы балансировать спрос в прикаспийских регионах далековато. А газопроводы были построены еще в советские времена.
В 1972 году начал работать Iranian Gas Pipeline. Уже были подписаны контракты на поставки советского газа в Западную Европу. Месторождения в Сибири еще не успели выйти на ту мощность, которая требовалась. А за Кавказе надо было газифицировать. И был построен газопровод от того самого Южного Парса до города Астара. Тогда это был советско-иранский город. Граница прошла по городским кварталам. А сейчас, соответственно, ирано-азербайджанский город. Мощность газопровода 10 миллиардов кубометров. После того, как произошла революция в Иране, контракт был прерван, труба никуда не делась. Для того, чтобы газифицировать наше Закавказье, так это звучало на тот момент, построен газопровод мощностью 10 миллиардов кубометров. Для того, чтобы начать поставки, оставалось только связать вот этих два магистральных газопровода. Техническая возможность для этого была. Проект замер на уровне переговоров. Надо было определяться, каким образом Иран будет рассчитываться за поставки. Нужно было либо определять цену, либо придумывать какие-то своповые схемы. Я думаю, что вот этот проект Азербайджану более чем выгоден. Ему надо восстанавливать экономику 6 районов, возвращенных в 2020 году. Деньги для этого требуются немалые. Здесь, собственно говоря, услуги транзитные, при условии того, что Россия и Иран все остальные технические вопросы готовы взять на себя, если необходимо модернизировать газопроводы, поставить новые перекачивающие станции и так далее, и так далее. Отказаться в связи с политическими событиями от этого проекта, ну, это называется залезть к себе в карман, достать деньги и вышвырнуть в море. Если Азербайджан решает, что это по каким-то политическим причинам необходимо, ну что ж, пусть будет так. Ну и, разумеется, проект международного транзитного коридора «Север-Юг», так он называется, начинается на юге, он в порту Бендер-Аббас на берегу Персидского залива, проходит железнодорожная ветка, если мы говорим о западном маршруте, опять же, до города Астара, транзитом через Азербайджан. Грузы должны уходить в Россию, планировалось к нашим западным портам. При этом, если смотреть на карту, то это направление на запад, тем не менее, международный транзитный коридор север-юг. Севером он становится в том случае, если используется восточный маршрут, восточное побережье Каспийского моря. В этом случае железная дорога начинается в том же Бендер-Аббасе, доходит до границы с Туркменией. Надо отдать должное руководству Туркменистана современного. Построено уже 2 станции, которые позволяют перекидывать колесные пары. У нас колея разная. Если на территории Российской империи и Советского Союза 15-20, то в Иране 14-30. Все это уже сделано, уже в 2 местах есть оборудованные погранпереходы, и это значит, что если Россия сумеет договориться с Казахстаном, тоже тот маршрут, который нам необходим. На мой взгляд, напомню, что возможность соединения с железными дорогами Казахстана у нас в 3 местах реализована, в том числе в Оренбургской области, что позволяет действительно превратить международный транзитный коридор в север-юг не только по названию, но и по географии. Это возможность поставлять сибирские грузы напрямую на бережок Персидского залива и получать грузы в обратном направлении. И морской центральный маршрут через Каспий. Могут участвовать все 4 каспийских государства. Иран будет принимать грузы, будет распределять грузы. Что для этого требуется, тоже очевидно. Вспомнить, что мы когда-то умели строить торговые суда, паромы. Мы это научились делать в Балтийском море для обеспечения Калининградской области. Почему бы и нет? Что касается западного маршрута, то все уткнулось в горы, в буквальном смысле. Маршрут полностью готов к эксплуатации, кроме участка Решт-Астара, 2 станции на территории Ирана. Горный участок, технико-экономическое обоснование сейчас актуализируется, предварительная сметная стоимость порядка $2 миллиардов, хотя речь идет о расстоянии там что-то порядка 110 километров. Это горные тоннели, это мосты и так далее, и так далее. Очень тяжелый момент. Одно время предполагалось, что строить будут вдвоем Иран и Азербайджан, и соглашение соответствующее было подписано, но в 2018 году состоялось решение Дональда Трампа о выходе из соглашения
по ядерной программе Ирана, вернулись все международные санкции, и Азербайджан, который успел вложиться в строительство нового моста в Астаре, нового железнодорожного моста, в оборудование станции для переброски тех самых колесных пар, остановился. Не хотелось попадать под пресс американских, соответственно, европейских санкций, и вот этот участок так не построен. В прошлом году было подписано соглашение о том, что на 70% это будет прокредитовано со стороны России. Ждем, когда будет актуализировано технико-экономическое обоснование. Даже если не касаться увеличения транзитных мощностей Азербайджана, вот прямо на день сегодняшний, дополнительную нагрузку в 10 миллионов тонн в направлении с севера на юг железные дороги Азербайджана выдерживают. У меня, правда, нет информации, готов ли применять грузы в таком объеме Дагестан. Именно там у нас проходит железнодорожная граница с Азербайджаном. Но, зная расторопность РЖД, я, конечно, уверен, что все проблемы будут решены. За время строительства участка Астара, разумеется, РЖД решит все проблемы с железными дорогами Дагестана. РЖД всегда это делает быстро, качественно. Все мы об этом знаем. Прекрасная компания. Отказ от сотрудничества с Россией – это еще и отказ от сотрудничества с Ираном в этом направлении. Что выигрывает на этом Азербайджан, мне тоже непонятно. Если говорить о том, что как оценивают западный маршрут экономисты, грузы могут быть самыми разными, оценивают, что постепенно мощность можно будет нарастить до 20 миллионов тонн только по западному маршруту. В год, разумеется. Отказываться от этого, получать возможность участвовать в торговых сделках, получать вознаграждение за транзитные услуги, ну, для меня сложно сказать, зачем это Азербайджану нужно, пусть за меня говорят политологи. Они, наверное, в этом разбираются лучше. Можно перечислять еще целый ряд проектов. Тот же «Лукойл» участвует в проекте разработки месторождения шельфового, не морского, а именно шельфового, там небольшое нефтегазоконденсатное месторождение. Насколько можно судить по прессе, работы начались, там необходима и доразведка и так далее. В том случае, если разрываются отношения с Россией, Азербайджану нужно будет искать нового оператора на этот проект, тоже требует и времени, и усилий, и вряд ли условия окажутся более мягкими, чем предлагала Россия, по понятным причинам. Если вы не смогли договориться с Россией, значит, вам договариваться не с кем, значит, мы предложим условия, вы согласитесь, никуда не денетесь. Ну и напомню, что есть у нас многострадальный проект строительства энергомоста Россия, Азербайджан, Иран. В севере Ирана недостаточные объемы генерации электроэнергии. Две нитки между Азербайджаном и Ираном уже действуют, то есть опыт есть. Поставки электроэнергии в Азербайджан из России осуществлялись вполне уверенно до того момента, пока у нас объединенная энергосистема Юга не стала энергодефицитной. Это достаточно серьезное достижение, мы смогли его добиться. Огромная благодарность всем причастным, ну и прежде всего, конечно, нашему великолепному закону об электроэнергии ФЗ номер 35 2003 года, в котором воплощена вся чубайсятина, которую мы так любим. Сейчас ситуация у нас лето, ожидая риски такой же температурной аномалии, как была в прошлом году, компания «Интеррау», наш государственный монополист на экспортно-импортные операции, провел переговоры в Баку с тем, чтобы под возможный спрос со стороны России было зарезервировано 150 мегаватт мощностей в азербайджанской энергосистеме. Они зарезервированы, энергетики сотрудничают вполне уверенно, у энергетиков свое отношение к политике. Напомню, что перетоки между объединенными энергосистемой России и Грузии как шли, так и идут. С 2008 года ничего не изменилось. Энергетика не в курсе, что политики ссорились, там какие-то боевые действия проходили. За работу проводов они отвечают. Здесь все в полном порядке. Какое у нас будет лето? Понадобится нам вот такой резерв. 150 мегаватт зарезервировали в Грузии по просьбе Интеррау, 150 мегаватт в Азербайджане, то есть дополнительные 300 мегаватт на это лето у нас в запасе имеются. Если мы будем ликвидировать дефицит энергосистемы на юге в таком же темпе, нам помощь со стороны Азербайджана и Грузии нужна будет вечно, потому что мы молодцы.
Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках, также регулярно. Спасибо, до новых встреч. Если мое сегодняшнее выступление показалось кому-то излишне циничным, могу только повторить, все, что касается политических, культурных связей с Азербайджаном, должны комментировать соответствующие специалисты. Я просто перечислял факты нашего энергетического сотрудничества с этой Закавказской республикой. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.